Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня пятница, 14 марта. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. И начинаем с главной темы выпуска. Полиция Израиля обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение 80-летнего Энтони Данелла Рига из Иерусалима. Утром он выехал из дома на своем автомобиле Mazda номер 40-292-71 и пропал. Приметы пропавшего Энтони Данелла Рига из Иерусалима. Был одет в светлые джинсы и темную рубашку, носит очки для зрения, волосы седые. Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просят позвонить в полицию Израиля по номеру 100 или же позвоните в полицию Иерусалима по телефону 02 568 32 22. Также полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой в помощи в розыске 70-летней Пнины Берси. Последний раз ее видели 10 марта в центре Герцлии. В полиции Израиля не исключают, что женщина могла сесть на общественный транспорт в направлении Тель-Авива. Приметы пропавшей: среднего телосложения, седые волосы, носит очки. Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшей, позвоните в полицию Израиля по номеру 100. Полиция Израиля просит помощи в розыске 15-летнего Нафтали Сподека, который проживал около Иерусалима. В последний раз его видели поздно вечером 3 марта. С тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего: светлые волосы. Был одет в черную рубашку и черные брюки. Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего Нафтали Сподека, позвоните в полицию Израиля по номеру 100 или же по телефону 037 729 444. Также полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой в помощи в розыске 17-летней Рут Мадмони. 10 марта она покинула реабилитационный центр в районе Бейт-Шемеша. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Приметы пропавшей: рост 1,70 м, стройное телосложение, длинные темно-каштановые волосы, была одета в черные джинсы, черную рубашку с короткими рукавами, в серую толстовку, также белые ботинки. Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшей, позвоните в полицию Израиля по номеру 100 или же по телефону 02 568 32 00. Куда пропали все эти люди, неизвестно. Если вы на улицах своих городов в Израиле увидели кого-то из пропавших, обязательно позвоните в полицию Израиля по номеру 100 или же напишите в нашу редакцию на e-mail efir@radionaria.com. А мы продолжаем. Главные новости Израиля. В ночь на 14 марта несколько неизвестных проникли на израильскую территорию с территории Иордании. Нарушение границы было зафиксировано наблюдательницами ЦААля, которые и отправили к месту нарушения силы ЦААля. В пресс-службе армии обороны Израиля прокомментировали, что во время задержания подозреваемые попытались приблизиться к нашим силам. Наши силы отреагировали на угрозу огнем в сторону подозреваемых. Были зафиксированы попадания. В результате этого инцидента никто из наших военных не пострадал. По данным предварительного расследования, речь идет о нелегальных трудовых мигрантах. Вчера в нашем выпуске новостей мы рассказывали, что ночью в Иерусалиме на улице Кинг-Джордж, прямо в центре Иерусалима возле банка Апалим, неизвестный открыл огонь. Пострадал мужчина 40 лет. Он рассказал, что шел с работы, а на него напали, потому что он араб. Ну и уже сегодня стало известно, что резервист армии обороны Израиля принял рабочего Ирии муниципалитета Иерусалима за террориста. Резервист был задержан, хотя полиция просила продлить на 6 дней срок его содержания под стражей, но мировой суд Иерусалима распорядился освободить резервиста. В суде резервист сказал, что он увидел убегающих людей от подозрительного мужчины, который, как ему показалось, кричал «Аллах Акбар». Решив, что это террорист, он открыл огонь.
Как вы считаете, наши слушатели, правильно ли поступил резервист? Свои мысли оставляйте в комментариях под этим видео. Ну а видео самого инцидента вы можете уже сейчас найти в нашем телеграм-канале от 13 марта. Ссылка на телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже завтра, в субботу вечером, на выходе шаббата, соберет главных помощников и руководителей служб безопасности для оценки ситуации на переговорах в Дохе об освобождении заложников. По сообщениям, если к тому времени не будет достигнуто никакого прорыва, Нетаньяху вернет свою переговорную группу назад в Израиль. Между тем, предложение спецпредставителя США Стива Уиткофа о дальнейшем освобождении заложников и расширенном прекращении огня, изложенное в ходе переговоров в Катаре, предусматривает возвращение 5 живых и 10 павших заложников. Режим прекращения огня будет продлен еще на 42-50 дней, ну а поток гуманитарной помощи в Газу будет возобновлен. В ходе продленного прекращения огня по плану Виткофа будут проходить обсуждения по окончательным подведениям итогов, явный намек на окончание войны. Со своей стороны Хамас требует, чтобы США гарантировали проведение обсуждений по второму этапу текущей сделки, который предусматривает полный вывод войск Цаля и прекращение войны. Если же стороны не смогут достичь соглашения на основе нового предложения Виткофа, посредники, как ожидается, подтолкнут нас, Израиль, а также Хамас, к заключению меньшего временного соглашения, в соответствии с которым будут освобождены отдельно несколько живых заложников и будет сохранен режим прекращения огня. Целью меньшего соглашения было бы выиграть больше времени для переговоров и избежать полного провала переговоров и возобновления боевых действий. Но если в течение следующих 48 часов не будет никакого прогресса, израильская делегация вернется в Израиль. В это же время администрация президента США Дональда Трампа сняла с посланника США по вопросам заложников Адама Беллера ответственность за переговоры об освобождении израильских заложников, которые удерживаются в секторе Газа. Все это после того, как Беллер вызвал гнев в Израиле, проведя прямые переговоры с Хамас, и дал ряд бессвязных интервью, пытаясь защитить эти усилия. Напомню, что Беллер дал ряд интервью американским и израильским СМИ, в которых он разозлил израильских чиновников, неправильно назвал имя единственного живого американского заложника и, по-видимому, высказался о гуманности группировки Хамас. Согласно сообщениям СМИ, администрация Трампа прокомментировала израильским чиновникам, что Беллер не будет в дальнейшем заниматься заложниками Хамас. Ну и как стало известно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшие несколько недель посетит Венгрию с официальным визитом. Об этом сообщил на пресс-конференции глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Орбан пригласил Нетаньяху посетить Венгрию еще в ноябре, заявив, что он гарантирует, что ордер на арест израильского премьер-министра, выданный Международным уголовным судом днем ранее, не будет соблюден. По словам помощника Орбана, визит состоится перед Пасхой, которая в этом году приходится на 20 апреля. Партия Ликуд премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и партия «Новая надежда» министра иностранных дел Гидеона Саара объявили о подписании соглашения об участии в следующих выборах по единому списку. Обе партии останутся отдельными образованиями до конца текущего Кнессета, но после следующих выборов, запланированных на 26-й год, «Новая надежда» войдет в состав партии Ликуд. «Новая надежда», скорее всего, получит 2 места в объединенном списке с Ликудом, одно из которых достанется Саару. Напомню, что Гидеон Саар в свое время был одним из ведущих министров партии Биньямина Нетаньяху Ликуд, но покинул партию Ликуд после неудачной попытки возглавить ее в 2019 году и поклялся больше не сотрудничать с Нетаньяху в будущем. Позже Саар вернулся в правительство в составе альянса с Бенни Ганцем после наступления Хамас 7 октября 2023 года, но затем снова ушел в марте. В сентябре же он вернулся в правительство Биньямина Нетаньяху и был назначен министром иностранных дел.
Опросы показывают, что новая надежда Гидеона Саара без партии Нетаньяху не преодолеет избирательный барьер, который необходимый для возвращения в Кнессет, если бы выборы проводились сейчас. Пока в Израиле празднуют Пурим, семья Бибас опубликовала в социальных сетях пост о боли, которую они испытывают, переживая этот праздничный период без Ариэля и Кфира Бибасов. Двое мальчиков и их мать Шири были лишены жизни в плену в Газе. В сообщении на странице Facebook, которую ведет семья Бибас, говорится, что они были тронуты, увидев в социальных сетях фотографии школьников по всей стране, а также взрослых, одетых как Бэтмен, некоторые из которых держали оранжевые воздушные шары и носили оранжевые маски в знак уважения к Ариэлю Бибасу, а также его любви к супергерою в маске и плаще. В сообщении есть и фотография отца и мужа Ярдена Бибаса, который держит плакат с призывом освободить похищенных из Нир-Оза Ариэля и Дэвида Куньо. Продолжайте призывать к возвращению 59 заложников, которые остаются в плену, среди которых и лучший друг Ярдена Дэвид Куньо и его брат Ариэль Куньо. «Мы любим вас больше всего на свете», написал Ярден Бибас. Служба скорой помощи United Hatzalah призывает общественность воздержаться от запуска петард во время празднования праздника Пурим, отмечая, что громкие звуки могут вызвать стресс у солдат армии обороны Израиля, которые выжили после нападения Хамас 7 октября 2023 года. Петарды могут быть безобидным развлечением, но они могут и вернуть солдат на поле боя, говорит главный фельдшер United Hatzalah Лиат Охана. Полиция Израиля также предупреждает общественность о необходимости воздержаться от использования петард, поскольку петарды могут стать причиной тревоги и паники. Напоминаем, что на Ютубе появились мошенники, которые делают новости Израиля. Обложки видео этих новостей очень напоминают обложки радио Нария. Все это для того, чтобы запутать вас. Также мошенники воруют и названия роликов нашего канала. Обратите внимание, на фейковом канале не указано, что это радио Нария. На оригинальном канале есть надпись, что это радио Нария. Это очень важно. В ближайшее время фейковый канал будет заблокирован. Каждый из вас уже сейчас может поддержать радио Нария. Напомню, что сделать это очень просто. Нажмите на кнопку «Подписаться». Также нажмите под этим видео на палец вверх, если видео вам понравилось, или же на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Также благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего праздника. Уже в воскресенье, 16 марта, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. Шаббат шалом и до встречи.